Анна спокойно шагала по проселочной дороге, наслаждаясь тишиной и прохладным ветерком. Дорога была почти пустой, только редкие птицы пролетали над головой, а где-то вдалеке слышался слабый шум леса. Ее мысли были где-то далеко, но неожиданно взгляд выхватил странное движение впереди. В нескольких десятках метров от нее немецкая овчарка медленно, но настойчиво тащила за собой большой мешок. Грубая ткань мешка волочилась по земле, оставляя след на пыльной дороге. Собака выглядела измученной, но не останавливалась. Анна замедлила шаг, с любопытством разглядывая животное. Что происходит? Зачем этой собаке мешок? Возможно, это ее игра. Или что-то гораздо более странное. Она присмотрелась внимательнее и заметила, что мешок слегка шевелится. Сердце Анны сжалось. Там что-то или кто-то был внутри. Тревога нарастала с каждой секундой. Анна сделала глубокий вдох и решительно пошла вперед. Она должна узнать, что происходит. Анна медленно приближалась, ее сердце билось все быстрее. Ее разум метался между любопытством и тревогой. Что-то в этом зрелище было неправильным. Почему собака так отчаянно тащит мешок? Она сделала еще шаг вперед. Овчарка напряглась, но не убежала. Напротив, она сжала зубами ткань мешка еще сильнее, словно защищая его. «Все хорошо, малышка», — прошептала Анна, пытаясь говорить как можно мягче. Но собака не ослабила хватку. Анна остановилась. В глазах овчарки не было агрессии, но в них читалось что-то другое — отчаяние. Что бы ни было внутри мешка, это было чрезвычайно важно для собаки. Она решила не торопиться. Осторожно, без резких движений, она опустилась на колени, чтобы не выглядеть угрожающе. «Ты боишься, да?» — прошептала Анна. «Но чего?» — собака заскулила. Этот тихий, жалобный звук пронзил Анну до глубины души. Она посмотрела на мешок и заметила, как он снова пошевелился. Что-то внутри двигалось. Пульс забился быстрее. «О, Боже!» — прошептала Анна, широко распахивая глаза. Теперь мешок не просто двигался, изнутри доносился слабый звук, как будто кто-то дышал. Но кто? Человек? Животное? Десятки мыслей вихрем пронеслись в ее голове. Собака сделала шаг назад. Она больше не рычала. Теперь ее взгляд говорил: «Открой. Скорее». Анна сглотнула. Ее пальцы дрожали, когда она протянула руку к узлу. Ткань была старая и грязная, завязанная грубыми узлами. Кто-то намеренно завязал ее очень туго, не желая, чтобы содержимое выбралось наружу. Она попыталась развязать узел, но тот был слишком плотным. Время шло, а внутри кто-то мог задыхаться. Не раздумывая, Анна схватила ближайший острый камень и начала рвать ткань. Овчарка затаила дыхание, она больше не шевелилась. Она ждала. Наконец ткань поддалась, и мешок немного раскрылся.
Анна заглянула внутрь. То, что она увидела, заставило ее сердце остановиться. Из темноты на нее смотрели крошечные испуганные глаза. Там был... Анна затаила дыхание. Ткань мешка была грубой, изношенной, с неприятным запахом влажности и грязи. С каждым движением ее пальцев напряжение в воздухе нарастало. Немецкая овчарка стояла рядом, не отводя глаз. Больше не было рычания, не было страха, только ожидание. Анна осторожно развернула мешок. В первый момент ей показалось, что внутри просто старая тряпка. Но потом что-то шевельнулось. Маленький, едва слышный писк пробился сквозь тишину. Анна ахнула. Она отдернула край ткани и тут же замерла. Внутри были крошечные, беспомощные щенки. Их было 4. Совсем крошечные, с закрытыми глазками, их тельца дрожали от холода. Они прижимались друг к другу, словно пытаясь согреться. Их дыхание было слабым, но они еще боролись за жизнь. Анна почувствовала, как к горлу подступил комок. Кто мог так поступить? Кто-то намеренно засунул этих малышей в мешок и бросил их в глуши, оставив умирать. Но овчарка нашла их. Она вытащила мешок откуда-то из леса, она тащила его, не сдаваясь, пока не встретила Анну. Анна перевела взгляд на собаку. Теперь она понимала. Овчарка тихо заскулила. Она смотрела на Анну с мольбой, с надеждой, с бесконечной печалью. В ее глазах не было агрессии, только страх и отчаяние. «Это твои детки», — прошептала Анна. Ее голос дрожал. Собака шагнула ближе и осторожно ткнулась носом в одного из щенков. Анна сразу все поняла. Она — их мать. Щенки были слишком слабыми. Они дрожали, их маленькие лапки слабо шевелились, будто сил не хватало даже на движение. Анна почувствовала, как внутри все сжимается от боли. Они не выживут здесь. Им нужен тепло, еда, защита. Овчарка лизнула одного из малышей и посмотрела на Анну. В этом взгляде было все. «Помоги!» Анна кивнула, будто отвечая без слов. «Я не оставлю их». Она быстро сняла свой шарф и осторожно завернула щенков, чтобы согреть их. Затем посмотрела на собаку. «Пойдешь со мной». Собака замерла. Анна боялась, что та убежит. Но в следующую секунду овчарка шагнула вперед и встала рядом с ней. Щенки были совсем крошечными, и Анна чувствовала, как дрожит их крошечное дыхание в ее руках. Овчарка шла рядом, не отставая ни на шаг. Она доверяла Анне. Дорога домой показалась бесконечной. Анна все время говорила, успокаивая собаку. «Все будет хорошо, мы доберемся, я позабочусь о вас». Собака просто шла рядом. Она уже сделала все, что могла. Теперь она верила, что Анна спасет ее малышей. Анна улыбнулась. Они живы, они выживут. А рядом с ними их мать, которая никогда не сдалась. Прошло несколько недель. Щенки окрепли,
Они уже открыли глазки и весело бегали по дому. Анна оформила документы и взяла овчарку к себе навсегда. Она дала ей имя Надежда, потому что эта собака — символ верности, силы и бесконечной любви. Она не сдалась, даже когда весь мир бросил ее малышей на произвол судьбы. Надежда. Именно так ее стоило назвать. Анна сидела на полу, наблюдая, как собака, осторожно облизывая своих малышей, проверяя каждого из них. Щенки, теперь уже немного согревшиеся, начали проявлять больше жизни. Их слабые тельца чуть-чуть шевелились, и они тихо поскуливали, прижимаясь друг к другу. «Ты спасла их», — прошептала Анна, обращаясь к собаке. Надежда подняла голову и посмотрела на нее. Этот взгляд был таким глубоким, что Анна почувствовала, как внутри у нее что-то сжалось. В этих глазах читалась благодарность. Но это было не все. Там был еще страх. Анна нахмурилась. Что-то не так. Надежда отвела взгляд и снова прижалась к своим малышам. Она чувствовала себя в безопасности здесь, но беспокойство все еще не покидало ее. Анна провела рукой по ее шерсти, думая. Все казалось слишком странным. Почему этих щенков бросили? Почему Надежда была одна? Анна вдруг поняла, что не знает все истории. Но одно она знала точно. Эта собака не могла оставаться на улице. Прошло несколько дней. Анна заботилась о щенках, кормила их, согревала, проверяла их дыхание, держала их у своего сердца, чтобы они слышали ее стук, как когда-то слышали стук сердца своей матери. Надежда не отходила от них, но теперь, когда она немного расслабилась, стало видно, насколько она истощена. Она ела с жадностью, как будто давно не знала, что такое нормальный прием пищи. Анна наблюдала за ней, задаваясь вопросом, через что ей пришлось пройти. Но что-то ее беспокоило. Иногда по ночам Надежда вставала, подходила к двери и начинала прислушиваться. Анна замечала это. В одну из таких ночей она проснулась от ее тихого поскуливания. «Что такое, девочка?» — прошептала она. Надежда не двигалась. Она смотрела в окно. Анна встала и подошла ближе. За окном было темно, но когда она всмотрелась, ее сердце пропустило удар. Там, вдалеке, среди деревьев, кто-то был. Фигура, едва различимая в ночи. Анна почувствовала, как по ее коже побежали мурашки. Она не могла позволить им снова оказаться на улице. Она не могла позволить им снова быть одними. Она позвонила в ветеринарную клинику, договорившись о приеме. Пока Анна собирала вещи, Надежда неотрывно следила за ней. Когда Анна открыла дверь, собака замерла. Анна наклонилась и протянула руку. «Пойдем, милая». Надежда на секунду колебалась, а затем шагнула вперед. В ветеринарной клинике осмотр прошел быстро. Щенки были ослаблены, но в целом здоровы, им просто нужно было набрать силы. Но слова ветеринара по поводу Надежды заставили Анну напрячься.
«Вы сказали, что нашли ее на улице?» — спросил он, нахмурившись. «Да, она тащила мешок с щенками», — кивнула Анна. Ветеринар провел рукой по ее спине. Судя по всему, она недавно кормила не только этих щенков. Анна моргнула. «Что? У нее было больше детей?» — сказал ветеринар, глядя на нее. «Но где они сейчас?» Анна почувствовала, как холод пробежал по ее спине. Она вспомнила, как Надежда вставала по ночам, как смотрела в окно. «Возможно ли?» — Анна выдохнула и посмотрела на собаку. «Ты пытаешься сказать мне, что там, в лесу, остались еще щенки?» Надежда посмотрела на нее, затем на дверь. Анна почувствовала, как ее сердце ускорилось. Если там были еще малыши, они могли не выжить. Ей нужно было действовать. Не теряя ни секунды, она запрыгнула в машину, и Надежда вскочила следом. Они мчались к тому самому месту, где Анна впервые увидела собаку. Когда они добрались, Надежда тут же сорвалась с места. Анна побежала за ней. Сердце бешено колотилось, собака Анна бежала через лес, пробираясь сквозь кусты, ее нос ловил запах, лапы почти не касались земли, и затем она остановилась. Анна замерла. Там, в укромном углу среди деревьев, был еще один мешок. Но он был приоткрыт. Анна бросилась вперед, разрывая ткань. Внутри, свернувшись калачиком, были еще 3 щенков. Они были едва живы. Анна почувствовала, как слезы подступили к глазам. Они все еще дышали. «Держитесь, малыши», — прошептала она, осторожно поднимая их. Надежда тут же начала облизывать их мордочки, тихо поскуливая. Анна завернула их в свою куртку и крепко прижала к себе. Она не знала, кто мог так поступить. Но она знала одно — эти щенки, их мать, они больше никогда не останутся одни. Она позаботится но что-то внутри подсказывало ей, что на этом эта история не заканчивается. Она посмотрела вглубь леса. Там, среди теней, что-то двигалось. Анна замерла. Кто-то наблюдал. Она сделала шаг назад, сжимая щенков в руках. Надежда зарычала. И Анна поняла, этот кошмар еще не закончился. Анна стояла, не двигаясь. В груди стучало сердце. Ветер шевелил листья, но она знала, это не просто ветер. Кто-то был там. Надежда зарычала, но не бросилась вперед. Она прижала уши, охраняя щенков. Анна быстро развернулась и зашагала обратно к машине. Если кто-то действительно следил за ними, оставаться здесь было опасно. Анна усадила щенков в машину, Надежда запрыгнула следом. Двигатель взревел, колеса срывались с мокрой земли, лес остался позади, но тревога не уходила. Вернувшись домой, Анна сразу уложила малышей в теплое одеяло. Они были измотаны, но живы, надежда не отходила от них ни на шаг. Анна присела рядом, наблюдая за ней. «Это все?» — спросила она шепотом. Собака посмотрела на нее. Анна вдруг поняла: нет, это еще не все. Кто-то оставил щенков умирать, кто-то был в лесу. Она больше не могла игнорировать этот факт. Следующим утром она отправилась в полицию.
Меня могли принять за сумасшедшую, но я знаю, что видела, объясняла она офицеру. Кто-то наблюдал за нами. Мужчина за столом кивнул, записывая. Вы нашли щенков там же, где и первого раз? Да. И вы говорите, что собака вела себя так, будто знает, что кто-то еще там. Анна кивнула. Офицер задумался. Мы проверим. Но Анна видела по глазам. Темнота, сердце бешено колотилось. И вдруг, вдалеке у края участка, чья-то тень. Человек. Анна, не раздумывая, включила фонарь. Свет выхватил мужскую фигуру. Незнакомец дернулся и бросился прочь. Анна рванула обратно в дом и захлопнула дверь. Что это было? Кто-то приходил к ее дому. Но зачем? Ее тело дрожало от адреналина. Она набрала номер полиции. У меня на участке был человек. Вчера я сообщала о странной ситуации, я думаю, это связано. В этот раз офицер не отмахнулся. Мы вышли патруль, когда патруль приехал, следов уже не было. «Вы уверены, что это был человек?» — спросил офицер. «Абсолютно», — твердо сказала Анна, «и я уверена, что это связано с щенками». Офицер задумался. «Недавно у нас были случаи незаконного разведения собак в этом районе. Может, это часть чего-то большего?» Анна похолодела. «Вы думаете, что кто-то избавляется от ненужных щенков?» Анна сжала кулаки. «Кто-то выбрасывает их как мусор». Но кто? Всю следующую неделю полиция патрулировала ее район. И однажды ночью, когда Анна уже почти заснула, раздался звонок. «Мы нашли что-то». Она вскочила. «Что? Вам лучше приехать».